Novruz bayramınız mübarek olsun, достlar. Друзья, всех я поздравляю вас с прекрасным праздником Новруз. С прекрасным весенним праздником Новруз. Это настолько чистый, красивый, светлый праздник. Я его очень люблю. Во-первых, это наш национальный праздник. Не только наш, это праздник не только азербайджанцев. Это праздник, можно сказать, всего Востока, всей Средней Азии, Ирана, частично Турции, насколько я знаю. Значит, сегодня в этот праздничный день я решил приготовить наше такое исконно азербайджанское блюдо пити. Оно очень простое, друзья, и при этом очень вкусное. А пити у нас сегодня будет, друзья, щекинский. Приступаем к готовке. Для этого нам нужно баранина, вот такая вот у нас ножка, курдюк, бараний жир, ну и вот эти остальные тоже прекрасные продукты, друзья. Друзья, срежем мясо с этой нашей ножки. Друзья, теперь вот это мясо, хорошее симпатичное мясо, мы должны нарезать на небольшие куски. Вот примерно такого размера. Друзья, теперь нарежем курдюк. Его нужно нарезать вот такими пластинами тонкими. Сейчас вы поймете, для чего он мне здесь нужен. Вот столько достаточно. Друзья, теперь наполняем наши глиняные горшочки. Значит, в каждый горшочек идет 2 столовые ложки нута. Этот центральный горшок, он, наверное, раза в 3 больше по объему. Значит, соответственно, сюда ложек 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но это куда девать? Это уже тоже добавим. Так, это наш нут. Друзья, теперь в каждый вот этот горшочек у нас идут вот эти кусочки мяса. Значит, будем стараться класть жирные и нежирные поровну. Значит, допустим, берем 2 жирных в горшочек и 2 нежирных. 2 жирных и 2 нежирных. 2 жирных и 2 нежирных. Теперь большой. В 3 раза больше. Значит, кусочков 12. Разожгем огонь, друзья. Друзья, теперь водой заполняем все эти наши горшочки доверху.
отправляем вот эти наши горшочки на огонь. Друзья, теперь мы, знаете, что должны подготовить? Это блюдо такое особенное. На каждый вот этот горшочек пойдет вот такая крышечка из курдюка. Она садится сверху и плотно должна закрывать весь горшочек. Сейчас мы подгоним под размер. Значит, у нас 8 горшочков и один большой горшок. Так, это 8. И вот это пойдет на большой горшок. Надо немножко их подбить, расплющить, чтобы увеличить его площадь. Вот где-то вот так. Вот такая будет крышка. Так, курдюк пока уберем в сторону. Наши крышечки. А сейчас нарежем лук. Нам нужно мелко-мелко нарезать лук, друзья. Друзья, уже водичка в наших горшочках почти закипает. Мы сейчас что делаем? Мы снимаем пенку. Вот так аккуратненько. Так, снимем еще отсюда. Друзья, теперь нужно посолить. Значит, мера в данном случае у нас 3 пальца. Вот берем, сколько в 3 пальца поместилось, на один горшочек этого достаточно. Ну и сюда 3 раза по 3 пальца. Теперь, друзья, в каждый горшочек 1 столовую ложку, вот такую полную, лука. Друзья, теперь каждый горшочек вот этими крышечками, которые мы с вами заранее подготовили, курдючными, аккуратненько закрываем. И большую крышечку на большой горшок. Закрываем крышечкой. Друзья, и теперь на самом маленьком огне наша задача, чтобы вода здесь не закипала. Она может иногда так булькать слегка, но чтобы кипения не было ни в коем случае. Вот в таком состоянии, то есть она будет у нас томиться. Часов на 5-6 минимум. Друзья, в общем, увидимся через 5-6 часов. Друзья, 5 часов стоял вот эти горшочки на маленьком-маленьком огне. Посмотрите вот внимательно. Она
даже еле-еле булькает. Настолько температура подобрана, чтобы это не закипало ни в коем случае. Теперь мы что делаем? Осталось полчаса до готовности. В каждый горшочек мы добавляем по 2 каштана и по одной вот такой албухаре. То есть по одной сушеной алче. Приоткрываем крышечку. Один каштан, второй каштан и алча. Ой. И вот так закрываем крышечку опять. И последний, друзья. Открываем крышечку. 2 каштана и алча. Аккуратненько. Вот так. Закрываем крышечку. Все, друзья. Еще полчаса и блюдо полностью готово. Друзья, последний штрих. Полчаса еще прошло. Теперь я добавлю совсем немножко шафрана, друзья. Эта приправа такая дорогая, такая дорогая. Но ее будет вполне достаточно даже вот такого мизера. Чуть-чуть шафран притоплю, чтобы цвет он отдал в бульон. Ой, смотри, какой желтенький, друзья, какой желтенький. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще минут 10 вот так пусть шафраном постоит, чуть-чуть он свой этот аромат и цвет отдаст, и все, кушаем. Ну все, друзья, пора. Пошли кушать. Оба! Вот они, друзья. Все здесь. Все 9 горшочков. Друзья, очень люблю это блюдо. Очень люблю этот праздник. Кушают у нас это блюдо 2 способами. Значит, первый способ. Когда выливается сначала только водичка, туда крошится хлеб или сухарики, кому как больше нравится. И вот это поедается сначала вода, то есть первая часть блюда. А потом отдельно, значит, мнется горох, мясо и каштан. И это уже поедается как такая, как кашеобразная такая, как пюреобразная форма такая. Ну, есть люди, которые любят есть вот так. Например, сейчас я хочу им поесть именно вот так. Так мне, честно говоря, даже больше нравится. Просто как суп, так скажем. Посмотрите, какой желтенький бульон. Вкус бесподобный. И кусочки как уварились, видите? Я клал, они были намного крупнее. Ну, как раз их удобно есть так. Значит, пяти принято посыпать сумахом. Это еще дополнительная кислинка. Можно и хлебушек покрошить немножко, друзья. Вот так. То есть здесь, как говорится, таких особых правил нет. Кому как нравится, так и ест.
Мой любимый каштанчик, друзья. Друзья, а теперь я просто скажу, чем это блюдо особенно. И что его делает таким вкусным. Здесь, как вы видите, ничего особенного нет. Какие продукты обыкновенные. Никаких изощрений. Но способ приготовления, вот это томление, 6-7 часовое иногда томление на маленьком огне, значит, ни в коем случае вода не должна кипеть. Почему? Потому что если она начнет кипеть, соответственно, вода начнет испаряться, выкипать, и вы просто будете вынуждены доливать воду. И весь эффект пропадет. Нужно добиться именно такой температуры, при которой бульон будет слегка булькать. Я думаю, там, наверное, градусов 90-95, ну никак не 100. И если вы таких условий добились, друзья, то у вас бульон будет просто бесподобный. То есть вот эти все 6-7 часов, все продукты будут отдавать все свои соки и вкусы в бульон. И эта вода не испаряется. То есть все остается как есть. Вот обратите внимание, уровень бульона, который я изначально заливал сюда воду в горшочках, практически остался неизменный. Не знаю, пол-сантиметра упал уровень, не больше. Из-за того, что вода не выкипала. Она вот это все мясо, все томилось в этих горшочках. Друзья, еще раз хочу вас поздравить с этим прекрасным светлым праздником. С праздником Новруз Байрамы. И к тому же этот праздник еще бывает всегда в день весеннего равноденствия. То есть сегодня, можно сказать, наступила настоящая астрономическая весна. То есть это, друзья, можно сказать, еще и Новый год. Всех поздравляю с праздником, с наступлением весны. Всем всего хорошего в новом году. До свидания.